Вот мой тренер по тайцзюань использует мою мастерскую в корыстных целях, изготавливает вот такие ножи для тренировок. Ножи, палки. Вот хватает ему их примерно на год, поэтому где-то раз в год он приезжает ко мне на день и пробует различные породы древесины для изготовления ножей. Ну вот это видно ясень, дуб, это мавингу похоже. Нет, это, наверное, бук. Нет, ну может быть дуб. Это вот азобе. Азобе. Это похоже на венги. Нет, это фиолетовое дерево-то. Амарант. Амарант. Да. Но это ножи-то такие рабочие, потными руками, в течение года отшлифованы. Да. Вот сейчас он покажет кунг-фу в изготовлении ножей. Да, и я сейчас покажу, насколько разбивается. Вот самый твердый получился из азобы. Когда мы бьемся нож на нож, бывает, вот некоторые ножи щипятся, вот, а даже амарант расщепился. Вот, не говоря же просто о березах там и бук или дуб слабенькие. Вот палки, которые из азобы, они, конечно, твердые, но их приходится делать тоньше для палочного боя, потому что иначе тяжелая палка, она твердая, об нее разбивается дуб, разбивается бук, но она все равно сама щепится. Здесь где-то даже я заклеил специально лентой, вот здесь ну, понятно, да. Ничего не сделаешь. Очень хорошо себя показала мувингу, легкая, быстрая палка. Единственное, что тоже расщепляется, и в моменте, когда, допустим, стукается палку о палку, здесь такое появляется защепление. И по волокнам. Да. Ну хорошо показал, вот это бук или дуб? Это дуб. Вот. Дуб неплохо показал, но он тяжеловат. Вот. Вот это вот... Это лайсвуд. Да, лайсвуд. Вот они, в принципе, тоже такие тяжеленькие, поэтому их пришлось сделать тонкими. Вот. Но я ими сильно не работал, потому что хватало других пока. Вот. А вот эта родная палка из Филиппин, ротанговое дерево, самое оптимальное для палочного боя, но она вот щепится, вот. Видно, наверное, да, вот здесь? Вот. Вот. Она почти как бамбук, только плотная внутри. Вот. Но по весу, вот мувингу, она как бы даже превосходит. Поэтому и по цвету превосходит. Видишь? Ну, конечно, это полегче. Да. Да. Вот. Ладно, приступаем к отбору древесины. Да. Вот, начинаю подбор материала. Не пробовали еще для этих предметов грецкий орех, который сейчас у меня появился. Но вот сейчас сделаем из ореха и посмотрим, как оно себя будет вести. Вот, кстати, дальше еще орех. Можно использовать на нож? Да, конечно. Ага. Откладывай то, что нужно. Вот посмотри по длине, если подойдет тебе. Вот это что? Это не оно. Это нет, это американский. Американский орех. Да. Вот это на палочку подошла бы. Ну нет, она, наверное, все-таки. Ну, ты его пробовал, он мягкий же. Ага. Тут в этот раз мы решили попробовать мавингу, который очень понравился, исходя из опыта. Грецкий орех, поскольку раньше его не использовали для изготовления ножей. И вот есть у меня заготовки щитов для досок с хаотичным рисунком. Решили тоже их попробовать, поскольку клееная древесина, понятно, что она по всем показателям прочнее, чем цельная. Вот сейчас из этого будет изготовлено ножи и палки для тренировок, для занятий боевыми искусствами. Палки из мувингу, а ножи из клееной и ореха. Делаем заготовки.
Тебе эти подать? Здесь тоже, кстати, так же надо. Да. Просто вниз. Пальцы береги. Главное, чтобы не было никаких острых граней. Учебный нож должен быть гладким. Из квадрата сделать круг очень просто. А вот из куба шар. Вот же они. Ножи и палки мы обычно окунаем в минеральное масло и оставляем там подольше, чтобы они лучше пропитались. И, в общем-то, практика показывает, что они Дольше служат. да, хорошо себя ведут, обработанные маслом. И структура дерева сразу играть начинает. Это композитное получается у нас, клееное это, да? Ну, не знаю. В общем, вот. А эти? Да. И из простой березы опытный образец. А это вообще не знаю, из липы, наверное. Пусть тоже помаслится. Вот. Прошло 1,5 часа. Наши изделия очень хорошо пропитались. Теперь мы будем их доставать и убирать на ванночку, где стекает масло. Так, надо вот. И ножи-то все, смотри, какие стали. Просто у нас оружейная мастерская какая-то. Вот такой получился. Ближе поднеси. Такой получился нож из композитного материала. Из клеенных видов древесины. А вот еще из белой склеенной древесины. Будем испытывать. А вот это орех грецкий, да? Угу. Это грецкий орех. Красивый вид у него получился. Вообще, Да. он очень красивый.